Сегодня мы здесь собрались в этот прекрасный выходной день для того, чтобы поговорить с вами по теме наших сфер деятельности. Юля будет рассказывать про то, как она пришла в неклассическую психологию. Поправь меня, если я не права. А я буду рассказывать, как я, в принципе, пришла в нейронауки, почему я ими увлеклась, и вообще вот такую немножко истории того, как мы до этого дошли. Как мы докатились до такой жизни-то, господи, поди. Вот. Для того, чтобы было удобнее, мы так подумали, что, наверное, я буду задавать вопросы Юле, а Юля будет задавать вопросы мне. Хотя, как известно, я такая болтушка, что вопросы, наверное, можно будет не задавать. Если какие-то вопросы возникают, то все остальные тоже могут задавать вопросы. У нас не диалог. Да, конечно, ребята, если будут какие-то вопросы, обязательно пишите, мы обязательно будем на все отвечать и будем смотреть параллельно те вопросы, которые вы писали нам в сторис. Я после игры про эмоции задавала вопрос, Юля вчера, по-моему, задавала общий вопрос, у кого какие есть вопросы к нам, опять же, вот. Поэтому, я думаю, можно начинать. И я думаю, Юля, начнешь ты, потому что у тебя тема такая интересная для всех, мне кажется. Потому что с этим связано много каких-то мифов. Я слышала различные... Ну, когда, опять же, ты мне рассказывала, что ты начинала заниматься архетипированием, вообще для меня это было уже тогда, типа, это что за магия? Что это такое? Это, наверное, что-то шаманское. Мне это не надо, я это не хочу никаким образом этого касаться. Поэтому, я думаю, будет интересно людям понять, с чего у тебя все начиналось. Почему шаманское? Почему-то у всех сразу это самое, что-то связано с шаманством. Это что, верх эзотерики какой-то, верх безумия? Но это, наверное, идет со времени, когда, если вспомнить 90-е годы, наши родители часто увлекались какими-то вот такими направлениями, не до конца понятными. То есть бабушки, которым водили заговаривать, еще что-то там, кто-то по руке гадал, знаешь, вот это вот все. И когда тебе кто-то рассказывает что-то про тебя, и ты этого заранее не знаешь, и это не психолог, ну, не классический психолог, то в этом случае у тебя возникает ощущение как раз, что это вот те самые бабушки, те самые гадалки, и вот, видимо, вот куда-то туда это все уходит корнями. Поэтому важно понимать, откуда вот это все идет, для того, чтобы не вводить самого себя в заблуждение. Я тебе сейчас задаю вопросы реально, которые интересны даже мне. То есть я не знаю, почему так работает, но реально первая реакция такая. Я тебе говорила, что я не одна так думаю. Вот у меня дома есть прекрасный пример, который тоже считает, что это шаманство какое-то. Ну, считал, по крайней мере. Ну, начнем. Я частично это писала уже в истории про себя, что я вообще по образованию учитель немецкого языка и английского. И, собственно, после института пошла работать, опять же, в институт. Потом я пошла работать в школу. Но во время института, после рождения первого ребенка, я подумала, что что-то мне вот, ну, не хватает. Нет у меня вот желания всю жизнь, там, 20 лет проводить уроки, кого-то чему-то обучать немецкому языку, потому что, по сути, это одно и то же. То есть, как бы, да, можно найти новые методики, но в основном ты учишь там, начинаешь с глаголов неправильных, в общем, все одно и то же. В общем, мне это все надоело, и я начала искать себя, но искала, потому что мне нравилось все, там, скраббукинг, и книжку хочу написать, и режиссером хочу стать. Ну, в принципе, книжку я до сих пор хочу написать, как бы одно другому не мешает, вот, но сам факт. То есть еще потом я думала, что я буду вязать и этим зарабатывать деньги, и как бы я не буду это вот преподавать. В конце концов... То есть ты пыталась найти, что тебе будет приносить деньги, и в то же время будет очень сильно тебе нравиться. Да, потому что, хотя мне была такая установка, что никакая работа, ну, любая работа в определенный момент перестает нравиться. Но я думала, что все-таки, ну, как бы, да, естественно, что ты устаешь от работы, но все равно есть ощущение, что вот ты любимым делом занимаешься, а не просто отбываешь наказание, да. Я начала искать. В какой-то определенный момент, я не помню же, как я наткнулась на
обучение Зинарту. Это такая техника, может быть, кто-то, ну, кто меня знает, может быть, знает картины, Зинарт, такие завитушечки всякие различные, там их много узоров, из этих узоров рисуется что-то интересное. Вообще, это медитативная практика. Изначально, кто сделал Зинарт, Зинтанглы, это сделано для, ну, для расслабления мозга. То есть там маленькие такие карточки, на них рисуешь и расслабляешься. Мне пришла в голову идея, что вот я буду рисовать там картины Зинар, там, и, в принципе, я до сих пор иногда рисую, и были моменты, когда я, то есть это тоже можно делать под запрос, то есть, ну, это я уже потом соединила со своей сферой деятельности. И на этом Зинартику, на обучающем курсе, случайно там была девочка, ну, они проводили какой-то марафон лучшей жизни, и там была девочка, которая как раз занималась архетипами. Я сначала, когда зашла к ней в профиль, я подумала, что это точно так же подумала, какие архетипы, что это вообще такое, какие-то архетипы, какие-то там дьявол, звезда и все такое прочее. Думаю, что это все такое? Нет, я не буду, мне это не надо. Вот, это вот из области шизотерики, хотя я ну, как бы я и тогда думала, что во всем этом есть здравые, ну, то есть есть работающие какие-то инструменты, просто их нужно найти. Но как их найти, это большой вопрос. И, собственно, тогда я думала, что это все не работает. Но потом я зависла на страничке этой девочки, она писала про архетипы, рассказывала много, все больше и больше становилось интересно. И там в какой-то момент определенный там девушка другая так в комментариях написала, что вот это вообще поменяло ее представление о себе, это вообще очень классная методика. Я задумалась, может быть, нужно этим заинтересоваться. И я, по-моему, чуть-чуть где-то в интернете поискала, но то, что я видела в интернете, было, ну, как-то немножко все равно не то, не те давала знания, не то о себе я узнала, что хотелось бы. И сначала, ну, я записалась на консультацию, я выиграла консультацию какую-то там платную. И сначала, когда перед консультацией опять шел вот этот вот нежелание меняться, наверное, я теперь понимаю, потому что потом я это уже в психологии изучила, это было какой-то вот страх перемен, скажем так, потому что перед консультацией я подумала, ну что можно, ну консультация, к слову, была 3 часа, на самом деле 3 часа делать так нельзя, потому что мозг не выдерживает информацию за 3 часа, и я думала, ну о чем я буду с ней разговаривать 3 часа, ну что она мне нового про меня расскажет? И я прям думала, ну, может быть, отказаться, может быть, не стоит. Ну, в конце концов, согласилась. 3 часа, в общем, в итоге пролетели как несколько минут. И, в общем, мне рассказали про весь мой портрет. Но тогда, конечно, теперь я уже знаю сама эту методику, это был несколько не тот портрет, который, ну, не та методика, которая изначально авторская методика. То есть мне как бы в основном рассказали мои архетипы. Но даже те знания, они очень много поставили в моей голове на место. То есть я поняла, откуда у меня какие-то желания возникают, что эти желания не просто так, что это не просто вот, ну, жила в учительской семье и вдруг захотелось там, я не знаю, вот дизайнером быть, такое желание тоже было. Вот, то есть это не просто так возникло. Я не должна быть, скажем, учителем. И дальше я начала углубляться в эти архетипы, собственно, пришла к на один курс обучения этой оригинальной методики, потом на другой, но мне не хватало, опять же, базовых знаний психологии, потому что все-таки, ну, архетипы это одно, но понять, скажем, с человеком, проводить консультацию с человеком без знаний психологии, ну, это не очень правильно, на мой взгляд, потому что все-таки не просто нужно рассказать человеку про его портрет, а все-таки это больше терапия, чтобы изменять. Если что-то хочет изменить человек, нужна терапия, а не просто рассказ вот какой-то хороший, замечательный и все. Вот. И поэтому мне нужны были психологические методики. Я пошла в классическую психологию, получила образование, но изучая классическое образование, я поняла, что я-то уже знала, архетипы-то уже я знаю, и я поняла, что некоторые вещи в психотерапии, они реально, ну, не показывают, скажем,
того, что можно увидеть с помощью архетипов. Не показывают сразу. То есть можно годами копаться, и человек просто вот с помощью проекций, защит каких-то, он не будет пускать туда, где вот ему больно. А архетипы, как бы, они уже показывают, что такая травма есть. И то есть терапевт может увидеть, да, вот она есть, и я знаю, почему меня туда не пускают. То есть уже знать, ну, второе по Это психологии. второе по психологии. Да-да-да, я хотела сказать, второе, что второе? Вот, Мгм. то есть человек уже знает, куда можно, ну, в смысле, какая травма уже есть, то есть он уже знает, с чем он работает. Он может не говорить об этом, скажем так, клиенту, но, то есть он уже будет знать, скажем, какие мины есть, что вот, какие подводные камни, то есть чем, собственно, работать. Мгм. Я Вот. поняла. А как тебе это как-то помогло же самой вот эти архетипы? Ну, ты говорила, там, поставила много на место в твоей голове, а ты это как-то на каждодневной основе используешь. Я тебе задаю вопрос, который как бы, на который я сама планирую просто ответить, как я каждый день там использую как раз свои знания в повседневной жизни. Поэтому вот если у тебя есть такое тоже, может быть, можешь рассказать. Во-первых, это, естественно, помогло в обосновании каких-то теневых сторон поведения. Ну, например, там есть просто в портрете есть два уровня: подсознания и сознания. То есть то, что лежит на сознании, то, что на уровне сознания, что человек осознает. И то, что лежит на уровне подсознания, он этого не осознает, но это управляет его, ну, мотивация его какая-то глубинная. И я поняла, скажем, почему я хочу каких-то вещей. Ну, например, у меня есть архетип звезда в подсознании. Этот очаровательный архетип хочет какой-то исключительности. В положительном проявлении это может быть исключительность, ну, там, в одежде, то есть хочется что-то красивое, хочется какие-то украшения необычные. Опять же, это может в каких-то привычках проявляться, то есть что-то такое, что другие не любят. Вот, Дреды. ну вот, да, я к этому вела, что почему, собственно, дреды-то захотелось? Потому что хочется быть исключительной среди моего окружения. То есть, да, дреды для кого-то это, ну, как бы в порядке вещей. Среди моего окружения никто не заплетал дреды. Поэтому, да, это вот, это было оттуда. Когда я заплетала дреды, я еще об этом не знала. Теперь я понимаю, почему это все появляется. Почему это важно знать? Потому что эта звезда может работать в другую сторону. И, например, я могу залипать в каких-то отношениях токсичных, что, собственно, со мной и было в определенный период, когда я хотела там поменять человека, думала, что вот я буду самый исключительный, самый лучший, и ну, то есть это влияет вот на сферу отношений с другими людьми, то есть можно терпеть какие угодно унижения или еще что-то, если кажется, что ты будешь для этого человека исключительный. Это вот что Мгм. касается, то есть это помогло вот понять мою мотивацию какую-то в определенных периодах жизни, в определенных сферах жизни. И я теперь знаю, что как бы нужно давать себе возможность проявляться по этой звезде. Не давить ее, иначе это вылезет бессознательно, она все равно вылезет где-то в другом месте. Быть Это звезданутой не на всю значит, голову. а, дальше мне это дало понимание своих детей, скажем так. Потому что я знаю, что, ну, я понимаю, какие архетипы у детей, Мгм. и я понимаю, как с ними нужно себя вести. Я знаю, что то, что, скажем, для мальчика может быть травмирующей ситуацией, не будет такой же травмирующей ситуации для дочки. И для другой дочки я, например, понимаю, почему она боится людей других. Можно, конечно, сказать, что это все дети боятся. Нет, не все. Первый ребенок у меня не боялся никого особо, то есть, в принципе, шел на руки ко всем. Поэтому все дети разные, и я понимаю это, то есть я знаю, что чего с ними делать нельзя. Да, в некоторых случаях, как я писала в посте, это, ну, выявляет мои какие-то, скажем,
не очень приятные стороны, потому что они, ну, как раз цепляются за мою какую-то боль, и мне нужно сначала, ну, с ней тоже как-то работать, чтобы не травмировать их. Но я знаю, что нужно делать. И в повседневной жизни вот эти вот прогнозы, которые я выкладываю, точно так же, я же выкладываю общие прогнозы, но я делаю, скажем, прогноз для себя. То есть я строю какой-то прогноз, то, что вот у меня может быть сегодня. Я понимаю, какой сценарий у меня может быть сегодня. Я, чтобы увести в позитивное русло, я там делаю определенные действия какие-то, чтобы не было негативных влияний, негативных последствий. Когда не строю, очень часто бывает вот с повешенным состоянием жертвы, когда вот хочется весь день пострадать, и ходишь и думаешь, не построила, вот, ну, думаешь, ну ладно, что я там, не знаю-то, вот, не построила прогноз на день, собственно, и хочется вот прям пострадать, все виноваты, я такая несчастная, что происходит-то? А потом строишь прогноз на день и понимаешь, а ну вот же он повешенный, он же вот хочет как раз пострадать. Я поняла. Но вообще твои прогнозы многие же читают, и вот Катя пишет, как раз такими знаниями становится проще жить. Ну, реально многим становится проще жить, потому что я видела, что у нас писали люди в отзывы, то, что там, где прогноз, я хочу примерно знать, там, как построить свой день. Я у тебя периодически спрашиваю, что там нет ли таких дней, в которых я могу там подвиснуть в состоянии жертвы, которому я тоже подвержена, как и все. И это как бы хорошо. Я это как бы посчитать не могу, потому что у меня немножечко другое направление. Но когда ты мне говоришь, Яна, будь аккуратнее, я прям реально стараюсь быть аккуратнее в каких-то моментах, там, где нужно отдохнуть, я стараюсь отдыхать. Почему, я сейчас объясню, почему стараюсь отдыхать, почему такая именно формулировка. И да, людям как раз вот эти ежедневные прогнозы, это то, с чего мы поняли, в принципе, что эта тема интересна, потому что начала приходить обратная связь, и эта обратная связь порадовала, мягко говоря. То есть мы увидели, что реально эта тема помогает людям на ежедневной основе что-то менять, и таким образом проще проживать этот день. Проще в хорошем смысле этого слова, разумеется. Вот. Если у кого-то есть какие-то вопросы к Юле, не стесняйтесь, пишите. А там по наклеечке, сейчас, секундочку, я проверю, были ли вопросы. Ты не смотрела, Юля? По-моему, я не видела. Сейчас, секунду. Катя задала вопрос, как абстрагироваться от того, что говорят вокруг. Да. Ну, давай, ты можешь со своей стороны пояснить, я со своей стороны поясню. Ну, тут это, скажем, общий вопрос. Тут нужно понимать... Очень от чего четко именно? свои, да, от чего абстрагироваться конкретно. И сейчас закончу мысль. Ну, от чего нужно абстрагироваться конкретно? И нужно вот четко знать хотя бы свои первые 3 архетипа, которые чистые, ну, то есть они ни с чем не складываются. Первые 3 архетипа, сразу скажу, это число, месяц и год рождения. Это 3 чистых архетипа, которые вот, ну, они ни из чего из другого не складываются. Все остальные позиции в архетипическом портрете, они складываются или вычитают, ну, получаются путем сложения или вычитания вот этих первых 3. Поэтому нужно знать хотя бы вот 3 вот этих позиции, чтобы понимать и все время к ним возвращаться, что вот я про это, а то, что говорят мне другие, это как бы их мысли, их проекции и все прочее. Консультации есть, но мы же еще на замечательном курсе будем рассказывать про архетипы. Просто так рассказать я могу, ты и сама их можешь посчитать, в принципе, первые 3 хотя бы. Катя, не слушай ее, я слушала, как она считала, там черт голову сломит, даже если у тебя уклон в математику, там просто 5 на ум пошло, 6 с ума сошло просто, это сложи, это вычти, это прибавь, это посмотри, это в плюсе, это в минусе, я там... Короче, мне было проще, когда мне рассказывали, потому что сама я просто еще эмоционально очень сильно переживала. И вот, да, как раз Катя пишет по поводу практического применения в жизни.
опять же, возвращаясь к теме курса, который мы сейчас подготавливаем, мы именно его и делаем с тем расчетом для того, чтобы все можно было применять именно в жизни на ежедневной основе. То есть есть та часть, которую Юля может рассказать на непосредственной консультации. То есть, разумеется, вот просто я как человек, который прошел через Юлину трехчасовую консультацию, которую делать так нельзя, но у нас не было варианта, потому что я улетала. То есть там именно на самой консультации рассказывают, по сути, на что тебе стоит сделать упор и какие вещи стоит подпустить, вот если так, насколько я помню. То есть у меня было там откровением, что... у меня было там как-то в ретро-перспективу, да, то есть, типа, я пошла в правильное направление, как я поняла из всего рассказа, но какие-то вещи мне нужно не забывать делать и там в какой-то момент переключаться, и Юля там прописывает всегда варианты, как можно действовать в той или иной ситуации. Но, разумеется, там не все, а какие-то основные именно, которые ярко выраженные. И вот как раз в курсе, там, по-моему, по 10, да, ситуаций мы разбирали, по 10 ситуаций в плюсе и в минусе, или всего в 10 их было. Вот как раз то, что про архетипы. Когда мы архетипы... Архетипов у нас ситуаций. Каких ситуаций? По школе 12. Не-не-не, когда в архетипах, когда они работают в плюс, и архетипы, когда работают в минус. Там у нас всего, по-моему, ты говорила 10, когда мы обсуждали. Больше? Нет, 10 это... Я не 10 говорила, это... В каждой школе взросления, это месяц рождения, то есть в каждом месяце рождения есть определенные уроки, которые проходит человек, и там примерно около 8-10 пунктов, на что нужно обращать внимание, там, кто родился в марте, кто родился в мае, в январе, то есть вот этим людям это то, чему нужно научиться по месяцу рождения. Их да. не так много, то есть их где-то 8-10, может быть, даже 7 в некоторых случаях, и они примерно все там одной темой связаны. Немного, не слушайте ее, там много, поверьте мне. То есть, когда, видимо, большой объем знаний, Юля уже так скромно, там немного, а там сидишь 1,5 часа, слушаешь, думаешь, господи, кто бы мне все это записал теперь на диктофон, чтобы это потом переслушать. Просто опять же на примере, то есть Юля мне подготовила распечатанный материал, когда я брала у нее консультацию, и я потом летела в самолете как раз в Таиланд и все это перечитывала, потому что с первого раза воспринять такое количество информации и сложно через свою критическую оценку, это в первую очередь, потому что ты про себя уже что-то знаешь, и тебе очень сложно менять это представление на основе чьих-то слов, даже если это твой друг, то есть это не имеет никакого значения. Ну и второе, то, что в принципе большой объем информации очень плохо запоминается, потому что наше внимание, оно во время разговора особенно страдает. То есть, вот, к примеру, я Юлю слушаю, сейчас у меня вот там на улице что-то зачирикало, я отвлеклась, я пропустила то, что она сказала. Я к этому опять там буду возвращаться, опять задавать вопрос. Сколько там говорила? 8, 10? Опять по второму кругу пошли. Так, Юля говорит просто посчитать архетипы, но не учитывать, что это только ей просто. Да, это у всех такое есть. Я имею в виду, что можно запомнить, в силах запомнить каждого хотя бы первые 3, вот эти основные. То есть то, что, скажем, от чего ты отталкиваешься. Все остальное, да, это тяжело запомнить. Но вот эти первые 3, это вот их прям можно записать вот на карточку, повесить на видное место и запомнить. И это уже будет давать огромные изменения, если ты будешь выполнять вот те действия, которые, скажем, выводят в плюс, не в минус идут, потому что у каждого архетипа есть положительное проявление и отрицательное проявление. Например, я сразу на примере, вот архетип императрица. Положительное проявление какое? Это хозяйка, мама, которая заботится о своей империи, которая окружает себя красотой, показывает красоту другим, что-то красивое делает. В отрицательном проявлении это содержанка, человек, который не заботится совершенно о красоте, разрушает все красивое, погряз в мусоре, в беспорядке и так далее. То есть вот 2 полюса. Наша задача выйти, где лучше жить, понятно, что где-то или посерединке, или вот ближе к верху, вот, к положительному полюсу. То есть, соответственно, есть вот эти вот действия, которые ты знаешь, что вот нужно там окружать себя красотой, выбирать действительно качественные вещи, комфортные, не на распродажах, я не говорю про секонд-хенды, допустим, там со скидками покупать какую-нибудь обувь
не очень качественно. Но действительно важно императрице, вот кто в марте родился, одеваться в качественную одежду. Это отражается моментально на здоровье человека, если он одевается в некачественную какую-то одежду или не следит там за порядком, за красотой вокруг. Вот людям, рожденным в марте, им в принципе может стать плохо от того, что вокруг некрасивость, какое-то уродство. Соответственно, ты, запомнив вот эти первые три архетипа, число, месяц и год рождения, это уже даст тебе огромный потенциал Огромный для... плюс. А бывает ли, что человек мечется из отрицательного в положительное? Это происходит постоянно. То есть мы постоянно находимся между этими полюсами. Наша задача осознанно выводить себя в плюс. Мы постоянно находимся между ними. Мы не можем находиться в одной точке. И опять же, более того, когда, например, мы достигли чего-то на одном уровне, ну, например, тема семьи, да, какие-то появились хорошие отношения с противоположным полом, то есть мы начинаем искать, кто нам больше подходит. Все, мы выбрали себе партнера, закрыли эту тему, мы теперь точно знаем, что нам нужно. Дальше мы строим семью, строим свой дом, и опять мы начинаем из одного в другое метаться. То есть это происходит постоянно. Почему нужно знать эти архетипы? Потому что это очень сильно помогает как раз больше к положительному держаться и осознавать, а что я сейчас делаю, что происходит, почему так происходит. Потому что я свалился вот сюда к низкому проявлению этого архетипа. Значит, мне надо туда. А пойду я себе что-нибудь красивое куплю. Мне кажется, все девочки мечтают о том, чтобы пойти себе что-нибудь красивое купить, и жизнь наладилась. Не все, да? Ну вот. Ну, приятно, красиво. Ну, у меня вкусное достаточно. Ладно уж, красивое, просто вкусное хотя бы. Так, еще какие-нибудь вопросы есть? Пам-пам-пам. Ну, пока нет, давай я начну потихоньку рассказывать про то, как я, в принципе, пришла в свое. Для тех, кто не знает, я человек, который занимается нейронауками. Это тоже в какой-то момент, вот как Юля говорит, для меня шаманство — это как раз нейронауки сейчас, да, то есть это как раз обратная сторона. То есть если Юля ушла в то, что мало кто понимает, то нейронауки — это тоже мало кто понимает, но так типа ориентируется, это что-то связанное с науками, где-то там с каким-то мозгом, с чем-то тем, как это применять, нифига не понятно, есть какой-то мозг, он как там работает, ну и слава богу, все мы там думаем, есть у нас свое я, и мы им думаем. Чего? Сам по себе. Да, сам по себе отдельно, и мы как бы, ну нет у нас такого предмета в школе, и мало кто нам в биологии объясняет, что, ребята, есть там еще один такой маленький раздел в 350 наук про то, что есть нейронауки, и все они очень важны, и используем мы их каждый день, и давайте-ка вы их будете использовать во время, предположим, того же самого обучения, для того, чтобы вы более эффективно учились, запоминали там, и обрабатывали информацию. К сожалению, так не делается, и это очень грустно. Но я надеюсь, что мы этот момент попробуем поправить. Вот, нейронауками я заинтересовалась не сразу, образование у меня экономическое, вот, к примеру, Катя хорошо знает, мы вместе учились, и я экономист-бухгалтер базово, потом я стала финансистом, и во время своей работы, в принципе, работала я, ну, и работаю по своей специальности уже больше 13 лет, и во время своей работы, особенно в первые 12 лет, как раз вот, наверное, до прошлого года, у меня постоянно было состояние, которое, ну, это называется профессиональное выгорание, и оно у меня было так с периодичностью где-то в 3 года. И я никогда не могла понять, из-за чего это происходит, до меня просто не доходило. Никакому, как правило, специалисту я не шла, потому что психологом у меня когда-то веры тоже не было. Я там была в определенном возрасте у психолога, который меня вытащил из состояния, связанного там с трагичными событиями в жизни. Но при этом, ну, как такового доверия и говорить там, прийти и сказать, что, знаете, вот я себя плохо чувствую, мне не хочется ничего делать. Ну, как-то не принято у нас было в то время идти с этой проблемой к психологу. А когда ты приходишь к маме и говоришь о том, что вот там, типа, я себя плохо чувствую, ребята, родители, вы извините, я себя плохо чувствую, очень хочется спать и не хочется работать. Я так, конечно, не говорила, но я думаю, реакция была бы, ну, типа, ты что ленишься? Иди работай. Ну, как бы, скорее всего, была бы такая реакция. И у меня был какой-то внутренний такой всегда магнитик, который меня подгонял и говорил, давай, быстрее, тебе надо все делать, все еще вчера, и тебе нужно делать все сразу, и погнали. В этом состоянии я пребывала очень долго. Я
тоже начинала изучать классическую психологию, и я надеялась, что как раз в классике я найду какие-то ответы для себя, как работать вот именно с такими моментами, когда я чувствую, что я выгораю. Придя в классическую психологию и проучив ее 1,5 года, я поняла, что помочь себе невозможно. Можно помочь кому-то, а себя ты оценить, к сожалению, не можешь. Поэтому я благополучно на этом моменте все это оставила и ушла немножко в другую стезю. В тот момент моя жизнь начала кардинально меняться, у меня появилась собака, точнее, я начала готовиться к тому, что у меня появилась собака. И как-то так получилось, что я пошла учиться на кинолога. Отучившись на кинолога, я поняла, что мне этого не совсем достаточно. Я стала углубляться в зоопсихологию. А зоопсихология, она очень тесно была связана именно с работой собаки, ну, в плане именно мозга собаки. Как поощрение работает, как внимание, как концентрация. Все это было безумно интересно изучать, потому что ты понимаешь, что вот тебе говорят, вот есть механизм, и он работает всегда. Ну, там, в 99% случаев. Мне стало интересно с тех пор, типа, вот есть же еще люди. Причем у меня было много знакомых на тот момент с детьми, и когда я с ними делилась какими-то своими новыми познаниями в сфере мозга собак, мне говорили, точно, с детьми тоже так работает. Я начала понимать, что есть как... Вот, к примеру, Юля, да, мне как раз говорила, как раз у тебя, по-моему, Тимоша в этот момент появился, что очень похоже на детскую психологию, то есть дети тоже, в принципе, вот в этом возрасте очень похожи на поведение там с маленьким щенком. И мне это было очень забавно наблюдать, но мне это дало такую почву для размышлений, что, возможно, интересно было бы узнать, как работает наш мозг. И вот с этого момента я начала рыть все, что касается нейронаук. То есть я брала курсы какие-то, я брала семинары, мне было безумно интересно все это узнать. И именно благодаря вот этим вот широким каким-то познаниям именно в механике работы нашего мозга я стала их использовать каждый день. И, ну, это хочешь не хочешь, ты это используешь. Если ты это знаешь, ты это используешь. Я пришла к тому, что я перестала выгорать. То есть я стала чувствовать какие-то пределы, я стала сама себя очень четко контролировать и регулировать, ну, потому что кроме меня никто особо не отрегулирует. Как это происходило? Во-первых, я поняла, что такое мозг, что такое мотивация, что такое концентрация, что такое внимание, как работает целеполагание. И все это мне, в принципе, помогало. То есть, к примеру, если, опять же, говорить про внимание, то есть мне всегда кажется, что я очень внимательный человек. Но вот если я сейчас буду разговаривать, и, возможно, где-то на заднем фоне пройдет что-то, ну, там, не знаю, спирит пробежит или еще что-то пробежит, я отвлекусь от разговора, я не буду слышать его. Я не из тех людей, которые могут уловить две вещи одновременно. Никто из нас не такой человек, который может сконцентрироваться на двух вещах одновременно. Мы просто не можем этого сделать. Соответственно, если у нас идут какие-то пары, или, вот, к примеру, кто-то на консультации рассказывает, если будет проходить мимо там, в кафе официант-консультант, официант, и у него упадет ложка, в этот момент мы просто, даже если мы будем продолжать смотреть на человека очень внимательно, у нас все равно внимание наше уйдет, вот фокус внимания вот это вот, и все, и мы как бы потеряли ту информацию, которую нам сказали. Поэтому полезно людям повторять по 3, по 4, по 20 раз одно и то же, потому что не факт, что вас услышали. И что самое главное, не факт, что вас поняли, потому что если я вам сейчас скажу слово «стол», мы все представим с вами стол, но стол будет у всех очень сильно разный. Поэтому для того, чтобы нам нормально коммуницировать, к примеру, нам нужно очень подробно друг другу объяснять, что за стол мы имели в виду. Там, он деревянный, какие у него ножки, из чего он сделан, какой он высоты, что рядом с ним стоит, а где он находится. То есть взаимопонимание между людьми мне стало даваться легче именно тогда, когда я стала изучать саму работу мозга. Тема выгорания для меня, разумеется, на тот момент была очень актуальной. Я стала смотреть, откуда у меня вообще это идет. Это стремление постоянно пахать и так, чтобы без отдыха. Вот я реально очень похожа в тот момент была на алкоголика, и потом я поняла, что трудоголизм – это как раз тоже одна из таких зависимостей определенных, как алкоголизм. Оно имеет одни и те же корни, и это тоже не совсем здоровая тема, но которая в нашем обществе поощряется вместо того, чтобы с ней как-то бороться. То есть если взять для примера Москву, крупный город, то там люди говорят, я работаю 24/7, целый год. И ему говорят, уху, ты молодец. Человек говорит, я сплю 3 часа в день. Ему говорят, уху, ты молодец. Но ему говорят только так те люди, которые не понимают последствий этого. То есть через какое-то время человек сойдет на нет. И не только в плане мотивации, что он не захочет просто работать там в ближайший месяц, потому что он устал и упал, но и потому что он просто попадет в больницу, потому что маленькое количество сна, оно способствует огромному снижению иммунитета. Соответственно, подвержены там каким-то болезням. В общем, разбирая так вот каждую вот крупичку, которую мне давали вот эти нейронауки, я стала приходить к тому, что
все это как-то меняет достаточно кардинально мою жизнь в плане того, что там где-то я становлюсь усидчивее, там, я стала учить языки более, как это сказать, более продуктивно. То есть если кто-то не знает, вот мы с Юлей учились в одной школе, и я совокупно с институтом 14 лет учила немецкий язык. Я на нем вообще не говорю. Я даже не знаю, сколько, ну, слов 10, если вспомню, то слава богу. То есть у меня... А в институте ты тоже учил немецкий язык? Да, я даже по нему зачет сдавала, я помню. Я просто, ну как я сдавала? Я туда пришла. Ну, то есть я могла хорошо скоммуницировать с учителем, и это как бы вот было моим способом сдачи. Ну, то есть в школе, ну, сколько ты помнишь, я тоже его учила, только там, я его проходила на какие-то отметки только потому, что там ко мне хорошо относился преподаватель. Все, это была единственная причина. То есть я не говорила, не писала, и у меня никогда не было стремления к этому. Я не могла понять, для чего мне это потом применить, ну и логично, что я это не учила. И в будущем уже я поняла, что для того, чтобы тебе что-то выучить, тебе нужно видеть перспективу этого. То есть я, к примеру, понимала, когда я начинала учить английский язык, что мне это надо там для иммиграции, для работы там в компании, которая работает с иностранцами, еще для чего-то. И ты такой, ага, в перспективе мне это принесет вот такие плюсики. Значит, сейчас я готова потратить на это время, чтобы потом мне это окупилось. Ну, это вот, опять же, Юля там может пояснить, это связано с моим архетипом, потому что меня очень хорошо мотивирует в первую очередь что? Денежки. То есть, я всегда считала, что если ты работаешь с иностранцами, соответственно, ты можешь заработать больше. Плюс меня прельщала иммиграция. Иммиграция меня прельщала тоже в страну, в Австралию, где уровень жизни, по моему мнению, гораздо выше, люди зарабатывают гораздо больше, позволяют себе гораздо больше. И вот как бы туда я поэтому, собственно, и хотела вначале. Сейчас я начала учить испанский язык, и я тоже понимаю, для чего это делаю. И так как я понимаю, для чего это делаю, занимаюсь я им регулярно, прекрасно себя при этом чувствую. Каждый раз у меня подъем настроения вместо какого-то уныния, что я безмозглая тупица, как это происходило на предмете немецкого, на немецком языке, когда я смотрела в книгу, видела фигу, ничего не могла сделать и думала, ну вот это я, конечно, вообще не мое. То есть я всегда считала, что языки — это не мое, и мне подтверждали это, всегда говорили, языки — это не твое, ты вообще не гуманитарий. Вот это вот известная фраза. Ты не гуманитарий, ты, как это называлось? Не технически, как это называлось красиво, я не помню. Как-то на школе. Какие-то, ну, короче, математик, физик, химик, вот это тебе туда, иди, вот тебе в ту сторону. Я, кстати, когда выбирала свою работу, тоже я почему-то думала, что я продолжаю математика, физика, химическое направление, и потом я очень долго не могла понять, где же прикладные науки-то вот, собственно, в этом всем. Где же моя математика, физика и химия в экономике? И только потом я поняла, что, в принципе, вот, технарь, точно, Лен, технарь. То есть оказалось, что, ну, уже спустя время и огромное количество знаний я поняла, что люди не делятся так уж на гуманитариев и технарей. Все вопрос в том, что их мотивирует что-либо изучать. То есть тут больше с этой стороны. Да-да-да, я тебя слушаю. Я вот тут ставлю, что очень часто происходит, то есть, ну, не 100% случаев, но очень часто происходит, что люди так или иначе, там, с помощью родителей или сами выбирают, но они выбирают свою специальность, первую специальность, тот вуз, в который они идут сначала, по своему второму архетипу, ну, в соединении второй, третий, то есть это месяц, год рождения, и если их сложить, там третий получается. И часто они продолжают работать вот по этим 3 архетипам. И у Яны, приведу, собственно, пример, второй архетип колесо фортуны. Колесо фортуны в том числе отвечает за деньги. И император в годе рождения это тоже за деньги. То есть, соответственно, что у нее получилось? Что она работает, генерирует деньги на других людей. Вот. Ну, да. Ей, на самом деле, надо немножечко другое. Но как впоследствии, то есть это я немножко касаюсь профессиональной сферы, то есть что мы можем увидеть в портрете? Мы можем увидеть, куда вот человек изначально пошел, то есть с чем он может быть связан. Но там есть позиция, которая, вот я говорила, что подсознание, и там есть позиция, архетип, на которой показывает, что рано или поздно человеку захочется, то есть ему будет ближе где-то там после 30 лет, ему вот что-то будет казаться на этой работе не так, то есть вот он может работать, выучиться в институте, работать там 10-15 лет, и все будет замечательно, а потом вдруг что-то пошло не так. И вот об этом расскажет вот эта позиция в архетипическом портрете. Что же там,
какой зов есть души. Ну, да. Вот у меня, в частности, как зов души, это как раз построение своего предприятия. То есть я когда-то Юле говорила уже, вчера как раз, когда мы рассуждали по этому поводу. То есть в какой-то момент я поняла, что, в принципе, работа в компании, это, конечно, интересно, это часто кажется стабильным, потому что у нас есть оклад какой-то, да, у нас есть кто-то, кто нас там безопасно относительно, то есть нам кажется, что это мы свою денежку получим в любом случае, но это сопряжено с определенными рисками, на самом деле, которые мы не видим, то есть рано или поздно нас все равно уволят, это первый момент. И второй момент, что все-таки решения основные принимаются в компании не вами. То есть даже на позиции финансового директора вы часто не можете пойти вразрез с интересами собственника и, соответственно, сделать так, как вы бы сделали. То есть вы видите прямую выгоду, но вы часто не можете ее, как бы не можете применить какой-то способ, который вам хочется, потому что собственник против по своим каким-то чисто причинам. И он имеет на это полное право, это понятно. Но вот, к примеру, в моем случае я уперлась в то, что вот мне бы, вот, кажется, так было бы лучше, и вот если бы это было мое предприятие, моя организация, я бы сделала по-другому. И я для себя на данный момент нашла такой компромисс, что я ушла в бизнес-консультирование, которое позволяет мне людям советовать. И это не дает такую большую эмоциональную нагрузку на меня, что я не могу что-то изменить. То есть я прихожу туда, прихожу в компанию для того, чтобы дать какое-то количество советов, как-то проанализировать деятельность, посмотреть, что можно изменить к лучшему, выстроить какую-то структуру, если ее нет, рассказать, какие можно здесь сделать новшества, там, что по маркетингу лучше сделать. И это носит именно рекомендательный характер. И человек уже сам принимает решение, будет он это применять или нет. Соответственно, я не испытываю такой нагрузки, потому что я не являюсь частью этой компании. То есть у меня нет такого, что вот, а там можно было сделать, а от этого зависела там и моя судьба и так далее. То есть с этим мне стало работать чуть-чуть попроще. Вот. Но при этом всем, опять же, нейронауки, они и здесь дают мне бонус именно из-за того, что мне проще доносить до людей какие-то вещи, именно из-за того, что я знаю, к примеру, как работает мотивация. То есть часто бывает такое, что директора говорят о том, что вот у нас есть такой сотрудник, нам бы получить от него результаты, но мы не можем его замотивировать. И, соответственно, зная, как работает внутренняя и внешняя мотивация, мы можем принять решение, каким образом максимально экологично, но при этом эффективно замотивировать этого человека. Очень интересно, очень классно, всегда помогает и хорошо работает. В коммуникации с людьми, то есть каждый раз, когда я общаюсь с каким-то человеком, я могу понять психологически эмоциональное состояние человека, я могу понять, как лучше донести какую-то идею, то есть не всегда хорошо идти напролом, не всегда хорошо даже конструктивно что-то доносить, критиковать работу человека, потому что не всем это помогает. И вот у Юли тоже как раз этот пример хороший со стоматологом. Расскажи, пожалуйста, я думаю, это будет очень наглядно. Со стоматологом просто, коллега, можно сказать, со мной тоже обучалась архетипическому портрету, она стоматолог вообще, и причем у нее замечательная практика, то есть она не собирается идти кого-то консультировать, уходить прям вот в психологию, то есть не все идут в психологию, и это не значит, что вот вам нужно всем пойти изучать сейчас вот архетипы и кого-то что-то обучать. Нет, это архетипы, архетипический портрет имеет вполне прикладное значение для других специальностей. Она рассказывала, что при приеме, к ней приходит человек на прием, и она же знает дату рождения, там же заполняется карту, то есть, соответственно, она уже видит, какие у него архетипы, как с ним себя вести, чего он будет ждать от даже стоматолога. Все равно это определенные проекции. Она уже готова к этим проекциям, она готова к тому, что, то есть какие-то могут быть неприятные моменты. Например, она знает, что этот человек там может скандалить, поэтому она там ведет себя по-другому. Она знает, опять же, свой архетип и архетип этого человека. Она знает, какие у нее могут сработать бессознательные реакции на этого человека, потому что вот он такой. И она уже себя лучше контролирует, потому что зачастую бывает, что вот что-то произошло, ты думаешь, что случилось вообще? Вот я поругался с этим человеком, вообще зачем я ввязался в это? И ты не понимаешь, думаешь, ах, это он гад такой. А на самом деле вот можно было бы отследить чуть заранее и понять, что вот меня сейчас понесет, я не смогу себя контролировать с этим человеком. И просто отойти в сторону. Не тогда, когда ты уже не можешь остановиться, а просто ты знаешь, что в данной ситуации с этим человеком лучше не общаться. И она вот таким образом может применить это в своей работе, в работе стоматолога.
Поэтому здесь нет никакой... Почему мне нравится эта методика? Потому что она не оторвана от жизни и не, ну, не совсем такая вот магическая. Не просто беллетристика. Да. Вот, а у меня получается, опять же, по нейронаукам, то есть каким образом прорабатываются различные реакции, то есть мы предполагаем, какие реакции у нас могут возникнуть, и мы заранее должны продумать, как мы будем реагировать. То есть, опять же, по сути, у нас в одно направление, в одну цель два направления идет с Юлей, потому что в моем случае я дошла до этого за счет нейронаук, которые изучала, а Юля как раз к этому пришла через архетипирование. В принципе, идея этого, вообще идея вот такой вот организации, которую мы сейчас делаем, она к нам и пришла в тот момент, когда Юля мне рассказывает, я говорю, да, я могу это объяснить со стороны нейронаук. Или я там Юле что-то объясняю на примере там памяти, еще чего-то. Она говорит, да, это тоже можно объяснить там за счет как раз вот моих знаний, которые у меня есть. И мы так посидели, подумали, то есть, конечно же, есть ряд людей, которым будет ближе именно архетипирование, то есть людям, которым действительно это интересно и подходит такой, хорошо идет такой метод. Вот. Кто-то может начать задавать какие-то вопросы, и, во-первых, Юля может там со своей стороны это объяснить, опять же, через Юнга, через классическую психологию, или я, предположим, могу это объяснить через науки, через нейронауки именно. То есть каким образом срабатывает наш мозг, откуда это бессознательное, почему бессознательное, в принципе, нами руководит, и оно более главное, и мы то, что мы представляем как свое «я», это очень относительная тема, которая появилась недавно, новшество такое, как наши ценности, в принципе, формируются, это тоже отдельный разговор. И вот, кстати, отвечая на вопрос Кати по поводу того, что как не обращать... Абстрагироваться от того, что говорят другие. Да, абстрагироваться от разговоров кругом очень легко. Просто нужно понять, если у тебя именно идет вопрос негатива, то, соответственно, тебе нужно хорошенько пересмотреть то, с кем ты общаешься, и то, что ты читаешь. То есть надо посмотреть ту информацию, которую ты получаешь извне. То есть есть такое понятие, как токсичные люди, они в жизни у каждого человека, как правило, есть, и ты в какой-то момент начинаешь понимать, что, каждый раз общаясь с этим человеком, я испытываю какой-то дискомфорт, я после этого испытываю беспокойство, еще что-то. Соответственно, моя задача какая первоначально? Это абстрагироваться от этого человека, а вторая — проанализировать, почему именно конкретно слова этого человека вызывают во мне такие эмоции. То есть тут вот именно то, что с собой поработать, все почему-то и забывают про этот момент. То есть люди, как правило, от кого-то уходят, но не анализируют, почему они сами испытывали такие эмоции. То есть часто бывает такое, что кто-то нам говорит про такие вещи, которые нам не хочется думать, но про них подумать надо. И поэтому нам неприятно, потому что мы не хотим никаких изменений, у нас есть своя точка зрения, но, возможно, в том, что нам говорил этот человек, есть доля правды. Я сама через это много раз проходила, когда мне говорили, что Яна, тебе вот свойственно вот такие отрицательные черты. Я говорила, все, не общаюсь больше, человек, ты токсичен, уйди от меня. А потом ты садишься дома тихонечко, начинаешь разбирать это уже без эмоций на трезвую голову, почему человек пришел к такому выводу, возможно, есть какие-то ситуации, в которых я себя веду так-то, так-то, нужно последить за собой, повести там дневник эмоций, дневник поведения и понять, что я, в принципе, делаю. То есть вот с этой стороны посмотреть. Вообще все, что касается разговоров, новостей и всего остального, вот, на примере коронавируса могу рассказать, то есть когда начиналась вся эта история, так как огромное количество разговоров ходило про коронавирус, я с маленьким количеством людей в этот момент общалась, реально с очень маленьким количеством людей, потому что каждый человек, который приходил и говорил мне про очередные плохие новости, он меня дестабилизировал. Соответственно, я не могла делать ничего, я не могла не генерировать какие-то идеи, я не могла ничего изучать. Соответственно, моя задача была максимально сохранить себя в этот момент в спокойном, безмятежном состоянии. Все, что я делала, это занималась своими делами, не обращая внимания на этот момент вообще, в принципе, на окружающих. Я честно всем сказала, что, ребята, вы меня извините, простите, но в данный момент я не коммуникабельна, и я не хочу обсуждать какие-то темы. То есть тут главное, донести до людей, что, ребята, вот так-то, так-то, и если человек все равно продолжает делать какие-то действия, которые вам неприятны, просто минимизировать это общение. Вот. Мне ближе нейронауки. Возможно, но это работает все вместе очень хорошо. Когда человек на тебя воздействует негативно, сложно еще подумать, почему я так делаю. Да, сложно. Именно для этого есть различные практики, которые помогают работать правильно со своими эмоциями.
То есть мы все люди эмоциональные, эмоции у нас у всех по-разному проходят. Ну, вот Юля знает, там, со стихиями как раз связано. Я, если честно, плохо в этом разбираюсь. Там, вот, к примеру, на своем примере могу сказать, что я огонь и воздух, и мне в моменте расценить чье-то негативное высказывание, но я сначала нафиг пошлю, а потом уже буду думать, что там дальше было. И это сложно сделать. Но для этого нужно, чтобы вы садились, грубо говоря, я не знаю, там, спокойно пили чай, ну, например, меня расслабляет там кофе, спокойная музыка, джаз, я сажусь, послушаю музыку, выпью свою чашку кофе, я сажусь и начинаю трезво рассуждать, там, насколько этот человек не хотел, скорее всего, мне зла априори, соответственно, этот человек это там сказал или сделал по такой причине, потому что я себя проявила так-то, так-то. Окей, хорошо, почему я себя повела так-то, так-то? Разматываем цепочку всю в обратную сторону, анализируем, в какой момент нам пришло то или иное убеждение. Вот. И у нас, кстати, по поводу тоже стихий, с Юлей тоже очень интересная была тема, по поводу памяти. Я все никак не успокоюсь, потому что мне эта тема не дает покоя, потому что для меня это было прям открытие. То есть я всю жизнь, кто меня хорошо знает, знает, что я жаловалась, что у меня очень плохая память. Я плохо запоминаю на длительный период. То есть на короткий я могу что-то запомнить. Вот к зачету вечером подготовиться и утром сдать я могу. Спроси меня через неделю, я нифига не вспомню, ну, скорее всего. Вот. А у Юли, у нее как раз наоборот. То есть я говорю, как так? Ты, ну, как бы не очень много сейчас практикуешь немецкий язык, правильно? У тебя нет такого, что ежедневная практика. Но при этом ты хорошо его помнишь. Юля, расскажи, почему так классно? Я как бы со своей стороны, сейчас, извини секундочку, обосновываю это тем, что мне ни для каких целей это не надо. Соответственно, мой мозг просто не захламляет оперативную память и избавляется от этого. Хорошая черта очень часто, но не в плане языков. А у Юли есть немножечко другое этому объяснение. Угу. Пока кто хочет задать вопросы, подготовьте свои вопросы, потому что у нас осталось еще 6 минут до конца эфира. Что касается стихий, это уже немножко другое, это уже из области астрологии, но это тоже очень сильно помогает, потому что есть сочетание, это я где-то, я на своей странице писала, что есть сочетание стихий, земля и вода, и вообще вот эти две стихии, они очень эмоционально запоминают, то есть если какая-то информация у них пережита как-то эмоционально или просто, ну, когда-то они ее заучили, запомнили, то есть определенный банк, определенный, ну, буфер памяти, который, ну, несгораемый сейф, который никогда не забудется. Неважно, применяете вы эти знания или не применяете. То есть вот оно зашло туда и все. Ну, опять же, может быть, немецкий язык у меня, все-таки я в институте изучала, там были у меня достаточно эмоциональные времена, тоже на эмоциях это все запомнилось. Да, я сейчас не применяю, но есть какие-то определенные знания, которые, ну, вот как бы они никуда не денутся. В случае со стихиями огонь и воздух, они не могут, если представить себе, в принципе, огонь и воздух, это такие легкие стихии. И у человека, у которого там в натальной карте воздух и огонь, он не может что-то долго удержать, то есть ему нужно вот прямо сейчас взять и применить. А все, что надолго, это вот как бы не нужно. И это тоже нужно понимать, это особенности человека, а очень часто бывает, что нам говорят, ты неуч, ты ничего не умеешь, ты не запоминаешь, и вот иди в дворники. Ну, как-то так. Ну да. Ну, это можно объяснить, на самом деле, опять же, если идти через нейронауки, то есть разные типы мыслительной системы. Ну, это как-то я прям так сильно завернула. Но, в общем, наш мозг, он у всех работает по-разному. То есть кто-то действительно хорошо может запоминать и надолго, кто-то может именно, вот как я, короткими дистанциями идти. И, соответственно, для того, чтобы компенсировать какие-то моменты, к примеру, если мне что-то нужно запомнить и реально надолго, то я это там выписываю куда-то, я буду точно знать, когда мне к этому вернуться, перечитать, и я не пытаюсь вот прям учить до посинения, нет, ни в коем случае. То есть я это записываю, и я буду знать, где посмотреть. То есть мне проще потом перечитать, чем сидеть и зубрить, и что-то пытаться в себя вмудрить в то, что я никогда не буду использовать. С языками тоже сейчас так. То есть если я в разговоре в испанском использую какие-то слова, они у меня на слуху, все нормально, все прекрасно. Если мы говорим про какие-то грамматические конструкции сложные, которые я еще не применяю в языке, я их запишу, когда они будут нужны, я почитаю еще раз и начну их использовать. Опять же, с моей стороны это выглядит как немножечко другой тип мышления. То есть это вот немножко про другое. Но опять же, смотрите, с моей стороны со стороны нейронаук, с Юлиной со стороны с позиции архетипирования. В одно и то же направление, совершенно одно и то же говорим, но совершенно, ну не совершенно, но с разных точек зрения. И к этому всему мы пришли. Так.
Да, у меня память плохая, но есть вещи, которые я помню очень долго, потому что с ними связаны какие-то сильные эмоции. Ну вот как раз, возможно, у тебя вот с сильными эмоциями связана какая-то одна из, как это называется? Земля, воздух, стихия, одна Земля из и стихий. вода. Ну, то есть, да, скорее всего, ну и, по-моему, я тебе, может быть, ты вспомнишь, я сейчас не помню, какие там у тебя стихи. Я, по-моему, тебе писала, какие у тебя стихи. То есть, наверное, где-то у тебя там есть земля и вода, и как раз которая тебе вот за это все отвечает. Ну, то есть, это нужно использовать. Ты, чтобы что-то запомнить, создай себе какую-нибудь эмоцию, если тебе нужно что-то запомнить. Например, тебе нужно выучить язык. Ну, добавь Съесть, в изучение языка что-то, что тебя вот прям эмоционально цепляет. Я не знаю, Гарри съездить в эту Поттер. страну, ну съездить в эту страну. Да, да, ну да, точно, да. Ну, самое простое — съездить в эту страну, влюбиться в эту культуру. В принципе, я так предполагаю, что испанский когда-то эта идея зародилась во мне в то время, когда я была в Испании. Вот, все, ты влюбился в страну, такой, боже, это было восхитительно, они так лепетали, я бы тоже так захотела лепетать, буду лепетать. Да. Возможно, И все ты ни с кем не оттуда. лопочешь, ты при этом все равно не запомнишь. Да, надолго, по крайней мере. Вот. Ребят, нам тоже было очень приятно на эфире. Спасибо большое всем, кто пришел, нас послушал. Если какие-то вопросы останутся, вы можете писать либо в директ, либо мы периодически вывешиваем окошко, в которое просим писать свои вопросы, чтобы нам было более понятно, как вести свои эфиры, потому что мы это будем делать на еженедельной основе. Поэтому, если у вас какие-то вопросы возникают, пишите, мы с радостью постараемся ответить. Фотографии общие. Сейчас, наверное, ты люди... делаешь? А я не могу, наверное, сейчас делать. Вы, наверное, не понимаете, что мы делаем. Мы просто делаем заглавную фотографию на эфир, потому что мы в прошлый раз как-то так не очень удачно не получились. Ну, застынь тогда. Хватит разговаривать, да, застынь. Все, ребята, спасибо большое и огромное, что уделили нам время. Всего хорошего, всем пока. Пока-пока. Пока.